Pro – версия часов, которая имеет большой яркий дисплей с технологией Always On Display. Более 100 видов циферблатов, как к слову и тренировок. Даже борьба есть. Металлический корпус, стильный дизайн, наличие микрофона и динамика, возможность разговаривать прямо через смарт-часы, автоматическое измерение пульса, SPO2 – наш любимый кислород и мониторинг уровня стресса. Мониторинг сна со всеми фазами, поддержка приложения Realme Link, которое корректно работает, и отличное время автономной работы. Обо всем этом нам, разумеется, заявляет производитель в рекламе к смарт-часам под названием Realme Watch 3 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка поставляется в коробке белого цвета, продолговатого вида. Как вы уже заметили, коробка пришла помятая. Но само устройство не повреждено, что хорошо. На упаковке есть изображение модели и краткая информация. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, зарядное устройство с 2 пинами и краткую информацию. Весят смарт-часы с ремешком 40 граммов. Размеры небольшие, 37 на 45 на 12,8 мм. Но это смотря как смотреть, потому что есть коллеги по цеху значительно меньше. Ремешок быстросъемный на 22 мм, выполнен из неплохого силикона с регулируемой длиной от 140 до 220 мм. Менять сразу его бежать не надо. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, я там скидываю тесты различных девайсов, которые планирую к обзору, и общаюсь с вами. Телеграм-канал взаимопомощи, коллективный разум — это всегда хорошо, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок 85 тысяч человек, только полезное. Условия конкурсов в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, и в феврале тоже, но не 30-го. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляются Watch 3 Pro в 2 вариантах расцветки. Дизайн от версии Realme Watch 3 практически не отличается, но выглядят они, правда, стильно. Нижняя часть смарт-часов выполнена из матового пластика, а боковые рамки из металла. Она глянцевая и маркая. По сборке вопросов нет. При носке 3 Pro не ощущаются, спать в них довольно комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамика, микрофон. Из датчиков на борту 3-осевой акселерометр, датчик частоты сердечных сокращений и SPO2. 3 Pro может измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон и мониторить уровень стресса. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. Пульс измеряется в авторежиме с периодичностью в 5 минут и, разумеется, в ручном режиме. SPO2 работает как в авторежиме, так и в ручном. Мониторинг уровня стресса можно измерять вручную или включать автоматическое измерение каждые 10 минут. На руке измерения отличные, погрешность минимальная, как и в версии Watch 3. Сон мониторят неплохо, как и все фазы сна. Но дневной сон они, по всей видимости, не мониторят. Во всяком случае, у меня это дело не отрабатывало. Если говорить обо всем мониторинге здоровья, то 3 Pro показали себя достойно. Также на корпусе есть физическая кнопка для перехода в меню или возврата, и можно включить-выключить через нее устройство. Других команд она не выполняет и вряд ли будет. Не думаю, что с прошивками функции добавят. Летим дальше. С фронтальной части находится дисплей на 1,78 дюйма, а у Watch 3 на 1,8 дюйма. Но разрешение лучше у 3 Pro, а именно 368 на 448 точек. Значит, и выглядеть будут приличней. Рамки в наличии, как и подбородок, притом довольно большие. Соотношение экрана к корпусу 68,7%. Экран имеет слегка закругленные края. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно. Да, анимации не сказал бы, что много, но интерфейс выглядит приятно. Ко всему он доступен на русском языке. Перевод хороший, а вот шрифт иногда не радует. Частота обновления экрана 50-60 FPS, максимальная яркость 500 нит. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает и вглядываться не приходится. Автояркости на борту нет, что в Pro-версии странно, а вот Always On Display с 2 стилями отображения завезли. Он может работать в умном режиме или по расписанию. Время до отключения экрана максимум 15 секунд, чего мало. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо. Включить или выключить данную функцию можно в настройках на самих часах. Установить пароль на смарт-часы нельзя, а в режиме «не беспокоить» он на борту. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню. Меню имеет 2 стиля отображения, и в нем из интересного это активность, телефон, в котором есть история вызовов, контакты, которые можно добавить через приложение, и набор номера, далее тренировки, измерение пульса, SPO2, мониторинг сна и уровня стресса, дыхательные тренировки, будильник, который можно завести прямо с часов, погода, напоминание о событиях, мониторинг менструального цикла, секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать и секундомер, и таймер.
таймер. Далее есть музыкальный плеер для переключения треков и регулировки громкости музыки, воспроизведенной на смартфоне. Встроенной памяти в смарт-часах нет, так что загрузить что-то возможности тоже нет. Bluetooth-кнопка для удаленной съемки, которая работает отлично, поиск телефона и режим фонарика. Realme Link для управления подключенных ТВС-наушников отсутствует, возможно, его завезут с прошивками. Это тоже отнесу к минусам. В настройках есть базовые настройки, а также выключение режима энергосбережения, включение автоматического определения ходьбы или бега, но у меня данная функция очень плохо срабатывает, считайте, не работает. Опять же, по сравнению с другими часами других брендов, очень странно. Также можно настроить силу вибрации и громкость динамика. И, к слову, хочу отметить, что если бы не было такой штуковины, как Amazfit, я думаю, что вы прекрасно знаете об этих часах, о их линейках, наверное, у топовых брендов все бы было проще. Не с чем было сравнивать, потому что Samsung и яблоки дорогие, а всякие Z-Blade и подобное — это шлак. Но у нас есть с чем сравнивать. Летим дальше. Операционная система Realme UI для часов. Bluetooth версии 5.3, что очень даже круто, он последний. Связь с устройством, с которым они в паре держат, стабильно не отваливаются. Подключить нагрудный датчик, правда, к ним нельзя, как и беспроводные наушники подключить тоже нельзя. Тренировок на борту более 110 видов. В лучшем случае, конечно, вы будете 5 пользоваться. Их можно добавить через приложение, но вот отслеживание плавания отсутствует. Это эпичный фейл. Watch 3 Pro имеет напоминание о необходимости попить воды или активности. На часы приходят 4 вида уведомления за достигнутые цели. Встроенный GPS на борту, загружать маршруты на часы нельзя, сразу вам говорю. То есть возвращаться к точке и все остальное тоже. Местоположение часа определяют за 10 секунд плюс-минус. Карты строятся, но точность меня лично расстраивает. Отклонение в маршруте может быть до 5 метров и даже более. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером для переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Далее, при входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим и даже отвечать на него. Разговаривать через смарт-часы можно. Ко всему этому, что микрофон, что динамик показали себя отлично. Единственный момент, разумеется, это не те часы, в которых можно будет разговаривать в шумных местах. Дальше идут эпичные фейлы, потому что быстрых ответов на звонки нет, как и на уведомления. Вспоминаем сразу Mi Band, правда, в которых они есть. Вибромоторчик не топорный и разбудить сможет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а смайлики отображаются не все, что странно, потому что в версии Watch 3 не Pro смайлики отображались все. Далее, емкость аккумулятора 345 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 20 минут. В активном сценарии использования на 100% яркости с одной тренировкой в 1,5 часа за двое суток у меня ушло 42% заряда. Полностью они разрядились за 5,5 суток, что очень хорошо, учитывая, что они имеют встроенный GPS. Realme Watch 3, к слову, живут также около 6 дней, но без GPS. Если использовать 3 Pro с Always On дисплеем, время автономной работы значительно снизится. Далее, к сожалению, информация о водонепроницаемости я не нашел. Понятно, что где-то в рекламе они прописали ее, но купаться вместе с ними или принимать душ я не особо советую, потому что гарантии на это ни у кого не будет. Я их, разумеется, потопил в воде, они не умерли. Летим дальше. Приложение стандартное Realme Link. В приложении есть 4 вкладки, такие как профиль, тренировки, здоровье, где отображается весь мониторинг здоровья, и последняя вкладка — это устройство. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд в процентах, что удобно, галерею с циферблатами, которых достаточно. Ко всему есть анимированные циферблаты, и можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки и обновление прошивки. Мне обновление уже прилетало, но изменений в работе устройства я не заметил. Может быть, это и хорошо. Минусы: нет NFC, нет нормальной защиты от влаги, заявленной. Полноценно не отображаются смайлики, нельзя отвечать заготовками на звонки и уведомления, нет автояркости, нет отслеживания плавания. С другой стороны, за эти деньги, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, на распродажах стоят они прям неприлично выгодно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Резюмирую, Realme Watch 3 Pro по факту копия Watch 3, только с GPS. Меня в этот раз очень порадовала операционная система, так как все работает плавно, ничего не виснет, и удовольствия от использования данной модели достаточно. Ко всему, они выглядят довольно привлекательно. GPS, конечно, это круто, но по факту каких-либо настроек для тренировок нет, и GPS служит только для того, чтобы записывать пройденный маршрут, и пока с этим не особо хорошо справляется. Для личного использования я бы оставил себе Watch 3, а не прошку. Несмотря на это, Realme Watch 3 Pro хорошее носимое устройство за свою стоимость. Всем огромное спасибо за просмотр, двойное спасибо всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов. Знаете, вы помогаете проекту. Пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.